Атлантида – мифический остров-государство. Наиболее подробное описание Атлантиды известно по диалогам Платона, который ссылался на Солона. Также известны упоминания и комментарии Геродота, Диодора Сицилийского, Поседония, Страбона, Прокла. Уважаемые подписчики и гости канала Уроборос, у меня есть ВКонтакте исторический паблик, который называется «Загадки и тайны истории». Прошу подписаться на него. Всем большое спасибо, кто подпишется. Показания древних о местоположении Атлантиды не определенны. По словам Платона, остров находился на западе от Геркулесовых столбов, напротив гор Атласа. Во время сильного землетрясения, сопровождавшегося наводнением, остров был поглощен морем в один день вместе со своими жителями, атлантами. Платон указывает время катастрофы как 9000 лет назад, то есть около 9500 года до нашей эры. Интерес к рассказам об Атлантиде проявился в эпоху Возрождения. В современной науке вопросы о существовании Атлантиды являются спорными. В целом рассказ считается легендой, но предпринимаются попытки найти реальные исторические факты и события, которые могли бы послужить основой легенды. Тема Атлантиды приобрела большую популярность в околонаучной и оккультно-мистической сфере, в частности существует специально разработанное в конце 1950-х годов учение атлантология. Диалоги Платона. Все сведения об Атлантиде содержатся у Платона в двух диалогах – Тимий и Критий. Диалог Тимий начинается рассуждениями Сократа и пифагорейца Тимея о наилучшем государственном устройстве. Вкратце описав идеальное государство, Сократ жалуется на абстрактность и схематичность полученной картины и выражает желание послушать описание того, как это государство ведет себя в борьбе с другими государствами, как оно достойным его образом вступает в войну, как в ходе войны его граждане совершают то, что им подобает, сообразно своему обучению и воспитанию, будь то на поле брани или в переговорах с каждым из других государств, откликаясь на это пожелание. Третий участник диалога, афинский политический деятель Критий, излагает рассказ о войне Афин с Атлантидой, якобы со слов своего деда Крития-старшего, который, в свою очередь, пересказал ему рассказ Солона, услышанный последним от жрецов в Египте. Смысл рассказа таков: некогда, 9000 лет назад, от времен Крития и Солона, то есть от VI-V веков до нашей эры, Афины были наиболее славным, могущественным и добродетельным государством. Главным их соперником была упомянутая Атлантида. Этот остров превышал своими размерами Ливию и Азию, вместе взятые. На нем возникло удивительное по величине и могуществу царство, владевшее всей Ливией до Египта и Европой до Тервении, запад Италии. Все силы этого царства были брошены на порабощение Афин. Афиняне встали на защиту своей свободы во главе эллинов, и хотя все союзники им изменили, они одни благодаря своей доблести и добродетели отразили нашествие, сокрушили атлантов и освободили порабощенные ими народы. Вслед за тем, однако, произошла грандиозная природная катастрофа, в результате которой за одни сутки погибло все войско афинян, а Атлантида погрузилась на дно морское. Диалог Критий с теми же участниками служит непосредственным продолжением Тимея и целиком посвящен рассказу Крития о древних Афинах и Атлантиде. При этом, однако, происхождение сведений объясняется совершенно иначе, не воспоминаниями о рассказе Крития-старшего, а собственноручными записями Солона со слов жрецов, которые якобы хранились у старика Крития и поныне хранятся у его внука. Согласно новому рассказу, Афины тогда, до землетрясения и наводнения, были центром большой и необычайно плодородной страны, они были населены добродетельным народом, пользовавшимся идеальным, с точки зрения Платона, государственным устройством. А именно, всем распоряжались правители и воины, жившие отдельно от основной земледельческой ремесленной массы на Акрополе коммунистической общиной. Скромным и добродетельным Афинам противопоставляется надменная и могущественная Атлантида. Родоначальником атлантов, по Платону, был бог Посейдон, сошедшийся со смертной девушкой Клейто, родивший от него 10 божественных сыновей во главе со старшим, Атлантом, между которыми он и разделил остров, и которые стали родоначальниками его родов. 9 сыновей Посейдона получили в удел части острова и стали архонтами, старший же, Атлант, царем всего острова, как и его потомки.
Он же дал имя и всему океану. Тождество этого Атланта с известным в греческой мифологии Титаном Атлантом является предметом дискуссии современных ученых. Центральная равнина острова простиралась в длину на 3000 стадиев, 540 километров, в ширину – на 2000 стадиев, 360 километров. Центром острова являлся холм, расположенный в 50 стадиях, 8-9 километрах от моря. Посейдон для защиты обнес его 3 водными и 2 сухопутными кольцами. Атланты же перекинули через эти кольца мосты и прорыли каналы, так что корабли могли по ним подплывать к самому городу или, точнее, к центральному острову, имевшему 5 стадиев, несколько менее километра в диаметре. На острове возвышались храмы, выложенные серебром и золотом и окруженные золотыми статуями, роскошный царский дворец, а также были заполнены кораблями верфи и так далее. Остров, на котором стоял дворец, а также земляные кольца и мост шириной в плетер, 30 метров, цари обвели круговыми каменными стенами, и на мостах у проходов к морю всюду поставили башни и ворота. Камень белого, черного и красного цвета они добывали в недрах Срединного острова и в недрах внешнего и внутреннего земляных колец, а в каменоломнях, где с 2 сторон оставались углубления, перекрытые сверху тем же камнем, они устраивали стоянки для кораблей. Если некоторые свои постройки они делали простыми, то в других они забавы ради искусно сочетали камни разного цвета, сообщая им естественную прелесть. Также и стены вокруг наружного земляного кольца они по всей окружности обделали в медь, нанося металл в расплавленном виде. Стену внутреннего вала покрыли литьем из олова, а стену самого Акрополя – орехалком, испускавшим огнистое блистание. Вообще, Платон уделяет очень много места описанию неслыханного богатства и плодородия острова, его густонаселенности, богатого природного мира. Там, по автору, обитали даже слоны, и так далее. До тех пор, пока в Атлантах сохранялась божественная природа, они пренебрегали богатством, ставя превыше его добродетель, но когда божественная природа выродилась, смешавшись с человеческой, они погрязли в роскоши, алчности и гордыне. Возмущенный этим зрелищем, Зевс задумал погубить атлантов и созвал совещание богов. На этом диалог, во всяком случае, дошедший до нас текст, обрывается. Другие античные авторы. Современные атлантологи склонны относить к упоминаниям об Атлантиде рассказы об атлантах, африканском или восточноафриканском, очевидно берберском, племени в горах Атласа, о котором говорят Геродот, Диодор Сицилийский и Плиний Старший. Эти атланты по их рассказам не имели собственных имен, не видели снов и в конце концов были истреблены своими соседями-троглодитами. Диодор Сицилийский сообщает еще, что они воевали с амазонками. Что же до собственно Атлантиды, то расхожее мнение сводилось к фразе, приписываемой Аристотелу, что «сам же, Создатель, и заставил ее исчезнуть». Против этого мнения выступал Поседоний, который, интересуясь фактами оседания суши, на этом основании нашел рассказ правдоподобным. Во II веке Илиан, бывший, собственно, лишь собирателем анекдотов, среди прочего сообщает, как одевались цари атлантов в шкуры самцов, морских баранов, а царицы носили головной убор из шкур самок этих неизвестных животных, чтобы подчеркнуть свое происхождение от Посейдона. Прокль в комментариях к Тимею рассказывает о последователе Платона Кранторе, который около 260 года до нашей эры специально посетил Египет с целью узнать об Атлантиде и якобы видел в храме богини Нейт в Саисе колонны с надписями, рассказывающими ее историю. Кроме того, он пишет, то, что остров такого характера и размеров некогда существовал, явствует из рассказов некоторых писателей, которые исследовали окрестности внешнего моря. Ибо, по их словам, в том море в их время было 7 островов, посвященных Персефоне, и также 3 других острова огромных размеров, один из которых был посвящен Плутону, другой Амону, а затем Посейдону, размеры которого составляли 1000 стадиев, 180 километров, и жители их, добавляет он, сохранили предание, идущее от их предков, о неизмеримо большем острове Атлантиде, которая действительно существовала там и которая в течение многих поколений правила всеми островами и точно так же была посвящена Посейдону. Ныне Марцел описал это в Эфиопике, этот Марцел из других источников неизвестен, однако отмечают, что античные эфиопики, описывающие жизнь полумифического счастливого народа на Крайнем Юге, как правило были романами, носившими сказочно-утопический характер. Друзья, не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте, для нас это очень важно.
Если есть что сказать, пиши свои комментарии, ну и подпишись на наш канал. Спасибо, что посмотрел это видео до конца, так держать.